Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы знаете, что мучное есть вредно. Поэтому, если не хотите потолстеть, никогда не ешьте торт вместе с хлебом. А сегодня будем шить замечательные вещицы, которые сделают ваше чаепитие очень приятным. Вы, конечно же, помните, что в предыдущем видео мы шили очень интересное полотно – шахматка по диагонали. Для этого сначала сшили вместе несколько полосок, потом разрезали эту полосатую деталь на полоски из квадратиков, разложили их со смещением на один квадратик и сшили между собой. В общем, ловкость рук и никакого мошенничества. Элементарно, Ватсон. А сегодня продолжим работу с этой заготовкой. Из нее получилось выкроить несколько деталей. Напомню, что ширина полоски получилась 32 сантиметра. Длина одной детали будет чуть больше 60 сантиметров. Не даю точных размеров. Планирую из нее сделать грелку на чайник. Поэтому лучше всего промеряйте свой домашний заварочный чайник и добавьте пару сантиметров на свободное облегание и учтите припуски на швы. Мой домашний чайник немного пошире, но шила я эту грелку на подарок, а там чайник высокий френч-пресс. И из остатков этого полотна получится еще 2 сервировочные салфетки. Модные сейчас ланчматы. Грелки на чайник можно сшить самыми разными способами. Будем придумывать, изобретать прямо на глазах изумленной публики. Для начала укрепим, утеплим лоскутную деталь. Искала холстопрошивное полотно. И что вы думаете? Еле-еле и все съели. Закончилось оно у меня. Надо новое заказать в интернет-магазине. А сейчас пришлось идти в магазин и покупать там хлопковую тряпку для пола. Но в качестве утеплителя это шикарный вариант. Чтоб утеплитель не сдвигался, его иголкой с ниткой пришьем к лоскутному верху. А дальше уже будем увеличивать размер. С одной стороны пришьем полоску яркой отделочной ткани, а с другой широкую большую полосу для внутренней части грелки. Конечно, не все любят в своем интерьере рукодельные лоскутные вещи, а вашу кухню могут украсить и красивые кухонные полотенца и салфетки. Это вафельное полотно из интернет-магазина «Любимый Василек». Девочки, вы меня часто спрашиваете, где именно я нахожу такие интересные красивые ткани. И каждый раз в комментариях я говорю одно и то же. Почаще заглядывайте в интернет-магазин, раздел «Ткани на отрез». Бывает и лоскут на вес. Отслеживайте новинки. Ассортимент постоянно обновляется. Есть и одежда, и хорошее постельное белье, и текстиль для дома. А в этот раз попросили в подарок плед, плюш-велюр черного цвета и яркие сиренево-фиолетовые подушки. Очень интересный вариант. Девочки, помним про то, что скоро праздники, и запасаемся подарками. И для всех моих подписчиков действует промокод POLI10. Он дает скидку 10% на ткани на отрез. Вот так выглядит наша конструкция. Но вы же знаете, что мы девочки. Нам надо и кружавчики, и тесемочки, и оборочки, и еще чего-нибудь этакого. У меня есть красная тесьма вьюнок и немного кружева. Гулять так гулять. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Пригласите меня в ресторан. Я надену все лучшее сразу. Красота!
А теперь нашу заготовку сложим пополам и прошьем боковой шов, чтобы получилась труба. И начинаем наши танцы с бубнами. Заготовку выворачиваем и расправляем. При этом делаем так, чтобы внутренняя часть осталась спрятанной. А вот уже теперь простегаем всю заготовку. Просто прошьем ее параллельными линиями. Строчку можно делать прямой, а можно использовать какой-нибудь из декоративных швов, которые есть в вашей швейной машинке. Для чего-то ведь они нужны. Не зря их производители придумывают. А у вас перед глазами всегда будет образец, напоминание о возможностях вашей швейной машинки. Теперь смотрите, что у нас получилось. Такая замечательная теплая труба. Полоску яркой ткани подогнем и прошьем на швейной машинке. Я ее выкраивала шириной 10 сантиметров, но можно было сделать и пошире. Так бы еще интереснее смотрелось. В верхней части прокладываем 2 строчки на расстоянии примерно 1 сантиметра и оставляем небольшое отверстие. Через него продеваем крепкий шнурок и затягиваем. Естественно, нашу импровизированную оборку, помпошку, выводим на лицевую сторону. И получается прекрасный колпак для заварочного чайника. И приступаем к работе над ланчматами. Лоскутные детали мы уже зацепили с утеплителем и сразу же пришили очень красивую декоративную отделку, полоску кружева и тесьму вьюнок. А сейчас ее соединим вместе лицом к лицу с тканью для обратной стороны. Прошьем по периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Потом вывернем, расправим, подтянем все ткани и простегаем наши ланчматы. Конечно, можно сначала простегать, а потом обшить край бейкой. Каждая мастерица выбирает тот вариант, который ей больше нравится. Смотрит на те ткани, что есть в ее распоряжении. Но для тех, кто не хочет возиться с бейкой, это тоже хороший вариант. И чего же у нас получилось? Прекрасный набор для кухни. Яркий, сочный, веселый. Кстати, ученые заметили, что аппетит и количество съеденной пищи зависит от цвета тарелок. Если посуда теплых солнечных цветов, бежевого, желтого, оранжевого, красного, то испытуемые съедали гораздо больше пищи. А если вы хотите сбросить вес, то обзаведитесь тарелками в сине-зеленой гамме. Поэтому, хозяйки, на заметку, для приема гостей обзаведитесь зелеными тарелками. Ну, вообще-то, смотря какие гости. Если это парочка студентов, их никаким цветом не напугаешь. А в нашем сегодняшнем наборе для чаепития есть и бежевые, и желтые, и красные цвета, и сине-зеленые тоже. А это о чем говорит? О том, что чаепитие будет приятным, пройдет в теплой, дружественной атмосфере. Ну что, всем приятного аппетита! А в переводе на язык блогеров с Ютуба это означает: подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!